Шалом лекулам, это канал Медабер Аль-Коль, и сегодня уже вторая часть библейских имен и городов на иврите и в русском языке. Священник, который был в Иерусалиме во время Авраама, его звали Мелхиседек. На иврите его имя звучит как Малхи-Цедек. Малхи-Цедек, что означает Малхи – это мой царь, Цедек – справедливости. Мой царь справедливости. Женщина, которая была судьей Израиля и также пророчицей, ее звали Девора, а на иврите ее имя звучит Двора, что переводится пчела. Священник, который вернулся с Вавилонского плена, также у него есть книга в Библии, его зовут Эздра. На иврите его имя звучит как Эзра, что переводится как помощь. Имя Элиэзер. Так звали распорядителя дома Авраама из Дамаска, и также так звали второго сына Моисея. Элиэзер переводится как Эли, мой Бог, Эзер, помощь, то есть мой Бог, помощь. Пишет про своего сына Элиэзера следующие слова. А другому имя Элиэзер, потому что говорил он: Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараона. Следующее имя вы, наверное, все уже знаете. Эммануил. На иврите его имя звучит как Имануэль, что переводится «Бог с нами». Имануэль. Бог с нами. Следующий ветхозаветный пророк Иона. Иону Бог послал в Ниневию, чтобы сказать, что они согрешают и чтобы они раскаялись в своих грехах. Но Иона решил убежать от Бога, и он сел на корабль и поплыл в другую сторону от Ниневии. Случилась буря, и Иону выкинули за борт. И тогда его съел кит, и он пробыл в чреве кита 3 дня и 3 ночи. И тогда уже кит его выплюнул в Ниневии. Иона звучит на иврите как Йона, что переводится как голубь. Несколько раз в Библии мы встречаем имя Михаил. На иврите звучит его имя как Михаэль, что расшифровывается как Ми кмо Элохим, что переводится «кто как Бог». Жену Моисея звали Сепфора. На иврите ее имя звучит очень мелодично – Ципора, что переводится «птица». Ципора. Он был мудрейшим из людей, 3-й израильский царь, его звали Соломон. На иврите его имя звучит как Шломо, от еврейского слова «шалом», что означает «мир». Служанка Сары, жены Авраама, ее имя было Агар, что можно перевести от глагола леагер, мигрировать, а ее имя можно перевести как странница. Ревекка была женой Исаака, и у нее был брат, которого звали Лаван. Лаван на иврите можно перевести как белый, Лаван. А ее имя на иврите звучит как Ривка. Имя Рахиль, жены Иакова, звучит на иврите как Рахель. Теперь давайте перейдем к библейским местам, которые встречаются в Библии. Вифлеем на иврите звучит как Бейт-Лехем, что переводится «дом хлеба». Вифезда на иврите звучит как Бейт-Хезда, что означает «дом милости». Эдемский сад на иврите звучит как Ган-Эден. Ган переводится как сад, Эден – наслаждение, то есть сад наслаждения. И когда израильтяне победили филистимлян, царь Саул поставил камень, который назвал Эвен-Эзер, что обозначает Эвен – камень,
Эзер помощь, что означает камень помощи. Взял Саул один камень и поставил между массивами между сеном и назвал его Эвен Эзел, сказав: до сегодня помог нам Господь. Есть также еще несколько городов, которые звучат немного по-другому в Библии на русском языке и на иврите. Например, Самария будет звучать как Шомрон, Шомрон. Кесария, Кейсария, Кейсария. Зарет будет звучать как Нацерет, Нацерет. Масада будет звучать как Мецада, Мецада. Спасибо огромное всем за просмотр. Внизу под видео вы найдете очень интересную игру, так что заходите под линк, подписывайтесь на наш канал YouTube и Instagram, ставьте лайки и спасибо всем огромное за просмотр. Тода раба, Йом Тов!